Всем привет! Помнится мне, лет так 15 назад узбекское предприятие УЗДЭО наводило заметный шорох на российском авторынке. Их Матизы и Нексии выпили много кровушки у АвтоВАЗа, ведь навязывали ему очень активную конкуренцию. Много воды с тех пор утекло. Когда тот самый Матиз и Нексия окончательно устарели, то в Россию из Узбекистана начали поставлять модели бренда Ravon. По сути, Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo и Cobalt, но под другой маркой. Они даже близко не могли подобраться по уровню продаж к своим предшественникам. Больше всего из-за выросших ценников. Да и АвтоВАЗ на месте не сидел. Например, вывел на рынок очень даже неплохую Весту, которая помешала взлететь тому же Кобальту, с которым конкурировала напрямую. С каждым годом популярность узбекских машин в России падала все больше и больше. Ravon потом снова стала Chevrolet, но кардинально это ничего не изменило. Насколько мне известно, сейчас в нашей стране можно купить новый Cobalt или Aveo, ставший Nexiaей, у некоторых автосалонов, которые по своей инициативе привозят их из Узбекистана. Продают такие седаны сегодня за 1,5–1,8 миллиона рублей, то есть по цене Весты. Но у российского одноклассника есть кузов универсал, чем узбекская машина похвастаться не может. С другой стороны, у Chevrolet присутствует классический гидротрансформаторный автомат в некоторых комплектациях, а у Lada до недавнего времени все модели были на механике. А вы знали, что на Автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые автомобили. Но в общем и целом, мало кто из российских автолюбителей что-то слышал про то самое предприятие УЗДЭО в последние годы. А что, разве с ним происходило что-то интересное? Да. Во-первых, теперь автозавод называется УЗ Auto Motors. Во-вторых, он уже несколько лет подряд показывает по-настоящему бурные результаты. Количество выпускаемых машин растет из года в год. Например, в прошлом году на заводе собрали 370 тысяч автомобилей. Динамика относительно 2022 года отличная, прибавили за год 20%. Планы на этот год еще более масштабные. Узбеки собираются выпустить 430 тысяч легковых автомобилей марки Chevrolet различных моделей. Напомню, что наш родной и горячо любимый АвтоВАЗ смог в прошлом году выпустить 374 тысячи автомобиля. Получается, что волжане обогнали своих узбекских товарищей всего лишь на 4000 единиц. Но такими темпами могут и перегнать. Что сейчас выпускают на узбекском предприятии? Самым популярным продуктом компании остается все тот же Chevrolet Cobalt с результатом в 118 тысяч автомобилей. На втором месте уже морально и физически устаревший микроавтобус Chevrolet Damas, который построен на базе того же микроавтобуса Suzuki середины 1980-х годов. У него в копилке 89 тысяч единиц. Бронза за хорошо знакомой россиянам моделью Chevrolet Lachetti. Помните такую? Скорее всего, у многих она до сих пор под окнами или в гараже стоит. Так вот, ее в прошлом году выпустили в количестве 82 тысячи единиц. Есть у предприятия из Узбекистана и более свежие машины, которые в России практически не встречаются. Например, это преемник Кобальта Chevrolet Onix. Такой же седан, но гораздо более симпатичный и продвинутый. У него довольно скромный выхлоп в 31 тысячу штук. Есть и кроссовер Chevrolet Tracker. Их сделали чуть больше 48 тысяч единиц. Остальных машин сделали еще меньше. Какие? Например, огромный внедорожник Tahoe. Да, его тоже собирают в Средней Азии. К слову, на заводе в Осаке идет не просто прикручивание колес и шильдиков. Местные работяги сваривают и окрашивают каждый кузов. Как же так получилось, что узбекский автозавод догнал гораздо более крупный АвтоВАЗ из заметно более крупной страны? Здесь для начала надо отметить, кто сейчас руководит предприятием УЗ Auto Motors. Это тоже знакомый российской публике персонаж. Барабанная дробь Бу Андерсон. Помните такого мужчину? Он был генеральным директором АвтоВАЗа. Правда, с 2014 по 2016 годы.
А раньше он еще успел побывать руководителем группы ГАЗ с 2009 по 2013. Узбекское предприятие шведский менеджер возглавил в 2021. Но разумеется, это не единственная причина, почему УЗ Auto Motors заметно вырос за последние годы. Еще стоит принять во внимание, что завод работает не только на внутренний рынок Узбекистана, есть и другие рынки сбыта. А как считаете вы, что мешает нашему АвтоВАЗу? Пишите в комментариях.